В мае 1913 года на окраине Санкт-Петербурга у военного аэродрома в Пулково завершилась сборка аппарата, который абсолютное большинство авиационных экспертов того времени считало смертельным приговором для его создателя. 23-летний Игорь Сикорский построил Гранд, первый в мире четырехмоторный самолет. Параметры машины поражали. Размах крыла 28 метров, полетный вес более 4 тонн. В движении этот колосс приводился 4 немецкими двигателями Argus мощностью по 100 лошадиных сил каждый. Но больше всего современников шокировала компоновка. В носовой части Сикорский обустроил просторный открытый балкон. За ним находилась полностью закрытая кабина пилота с двойным управлением, которая переходила в роскошный пассажирский салон со столом, диваном и даже уборной в хвосте. Сам Сикорский позже писал, что фюзеляж напоминал фантазии Жюля Верна, но инженерия внутри была сугубо практичной. Мировое научное сообщество встретило проект шквалом критики. На Сикорского обрушились авторитетные профессора и опытные летчики, которые выдвинули 4 жестких обвинения. Первое – масса. Аппарат таких масштабов с имеющимися технологиями просто физически не сможет оторваться от Земли. Второе – отказ двигателя – это смерть. Считалось, что если у многомоторного самолета в воздухе заглохнет хотя бы один двигатель, возникнет необратимый дисбаланс тяги, машина потеряет управление, свалится в штопор и разобьется. В качестве доказательства приводили недавние катастрофы ранних европейских двухмоторных аппаратов. Третье – неуправляемость. Огромная площадь крыльев и вес сделают самолет слишком инертным. Он не сможет адекватно реагировать на штурвал, особенно при посадке. Четвертое. Закрытая кабина как безумие. Авиаторы начала 20 века были уверены, пилот должен сидеть на открытом воздухе, чтобы лицом чувствовать встречный поток воздуха. Это называлось птичьим чутьем. Так определяли скорость и крен. Закрытое стекло, по мнению критиков, лишало пилота ориентации. Сикорский игнорировал разговоры о птичьем чутье. Вместо этого он укомплектовал приборную панель, установил 4 тахометра для каждого мотора, 2 альтиметра, U-образную трубку со спиртом для замера скорости воздушного потока и стеклянную трубку с шариком для контроля крена. Чтобы не терять секунды в воздухе, конструктор часами сидел в кабине неподвижного самолета на земле, доводя до автоматизма работу с тумблерами и штурвалом. Развязка наступила поздно вечером 13 мая 1913 года. Сикорский был измотан испытаниями и не планировал лететь, но около 10 часов вечера к нему подошел председатель Совета военной авиации Шедловский и сообщил, что небо полностью свободно от других самолетов. Из-за питерских белых ночей видимость была идеальной. Сикорский принял решение рискнуть. В кабину поднялись сам конструктор и второй пилот, капитан Олехнович. Фронтовой механик занял свое место на открытом носовом балконе. Двигатели запустили. Из выхлопных патрубков вырывалось синее пламя. Огромная конструкция вибрировала. Сикорский плавно открыл дроссели. 4 мотора взревели, и Гранд тронулся по раскисшей от весенних дождей взлетной полосе. Через несколько секунд пилоты почувствовали, как оторвался хвост. Самолет набрал скорость и плавно пошел вверх. В воздухе все теории критиков рассыпались. На высоте 120 метров огромный корабль шел со скоростью около 96 км в час. Внутри закрытой кабины было тихо, тепло и полностью отсутствовал ветер. Самолет слушался штурвала мягче и стабильнее, чем легкие бипланы. Механик на носовой площадке восторженно махал рукой столпившимся внизу людям. Сделав 2 круга над аэродромом, Сикорский пошел на посадку, которую профессора считали самым опасным элементом. Он дважды намеренно сбрасывал газ, имитируя планирование. Машина вела себя безупречно. Гранд коснулся земли настолько мягко, что это окончательно похоронило миф о неуправляемости тяжелой авиации. Тысячи людей бежали по полю к самолету, подбрасывая в воздух свои шляпы. Летом аппарат переименовали в «Русский Витязь». В Красное Село для осмотра гиганта лично прибыл император Николай II. Поскольку на военном поле не нашлось подходящего трапа, государю принесли обычную деревянную строительную стремянку. По ней император поднялся на борт, зашел в закрытую кабину и долго расспрашивал Сикорского о технических решениях, а позже наградил его памятными золотыми часами. История русского «Витязя» оборвалась внезапно в конце августа 1913 года во время военных соревнований. И это не была ошибка конструкции. Самолет спокойно стоял на земле, когда в небе над ним пролетал легкий аппарат пилота Габбера Влинского. Внезапно у летящей машины прямо в воздухе оторвался двигатель вместе с пропеллером. Тяжелый мотор рухнул с высоты точно на левое крыло русского «Витязя», превратив его в ломаные щепки.
Сикорский внимательно изучил повреждения и принял ключевое решение – не восстанавливать самолет. Грант полностью выполнил свою задачу. Он доказал всему миру, что многомоторная тяжелая авиация способна летать, управляться и побеждать. Собранные технические данные и формулы легли на стол конструктора. Сикорский сел за чертежи новой машины, которая навсегда войдет в историю под именем Илья Муромец.